Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 28 мая. Обращаем ваше внимание, сегодня у нас с вами волшебный день, поэтому обязательно напишите эту цифру на руке. Что это за цифры и почему в этот день, а также что сегодня обязательно нужно сделать, а также на какие моменты, знаки, подсказки обратить внимание, друзья. Далее все более подробно в этом видео. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, не забудьте подписаться на наш канал, у нас много полезной, важной, нужной, интересной информации. Также всех, друзья, благодарим за донаты. Итак, давайте начинать. Вы знаете, сегодня, 28 мая, этот день считается особенным днем, потому что это время, когда космические энергии усиливаются, создавая тем самым благоприятные условия для различных магических ритуалов и практик. И одна из таких вот практик включает написание определенной цифры на руке. Тем самым вы сможете привлечь и удачу, и изобилие, и богатство, и даже позитивные изменения в жизни. Вообще, сегодняшний день, 28 мая, считается днем, когда силы природы и космоса находятся в гармонии, создавая идеальные условия для привлечения положительных изменений. И вы знаете, считается, что именно в этот день, 28 мая, все желания и намерения, высказанные именно искренне и от всего сердца, обязательно сбудутся. Давайте поговорим, что же у нас сегодня с вами в лунном календаре 28 мая. Обращаем ваше внимание, убывающая луна в знаке зодиака Водолей. И у нас сегодня 20-е лунные сутки. И вот именно это вносит особые нюансы в наш повседневный ритм. Дело в том, что луна Водолей приносит с собой дух независимости, новаторства и стремления к свободе. Водолей – это знак воздушной стихии, который ассоциируется с интеллектом, с общением и инновациями. Под его влиянием люди становятся более открытыми к новым идеям и готовы искать нестандартные решения проблем. Это отличное время и для коллективной работы, для социальных взаимодействий и внедрения новых технологий. 20-е лунные сутки символизируют мощные изменения и трансформации. Этот день считается днем духовного прозрения и обретения внутренней силы. В древних традициях 20-й лунный день был посвящен символу орла, олицетворяющего возвышение, силу и мудрость. Вы знаете, сегодняшний день достаточно благоприятен для умственной деятельности, для обучения и для разработки новых идей. Ваши мысли будут ясными, а решения, соответственно, взвешенными и обоснованными. Влияние знака зодиака Водолея делает этот день отличным для общения, для обмена идеями и для работы в коллективе. Участие в общественных мероприятиях и совместных проектах принесет не только удовольствие, но и ценные результаты для вас. Также сегодняшний день – это день для внедрения инноваций, экспериментов. Если у вас есть какие-то идеи, которые именно требуют нестандартного подхода, сейчас самое время их реализовать. Также убывающая луна сейчас помогает нам эффективно завершать начатые проекты и избавляться от ненужного. Кроме того, сегодня хорошее время для уборки, для расхламления и прощания с тем, что больше не служит вашим интересам. В то же время в этот день есть и определенные опасности, на которые вам стоит обратить особое внимание. Несмотря на интеллектуальную активность, эмоции могут быть сегодня нестабильными. Водолей часто вносит элемент неожиданности, что может вызвать перемены и в настроении, и в эмоциональных качелях. Поэтому постарайтесь сохранять спокойствие и не поддавайтесь сегодня на провокации. Также сегодня высокая социальная активность, которая может привести к разногласиям и к всевозможным конфликтам. Будьте внимательны к словам и старайтесь избегать старых углов в общении с коллегами и с друзьями. Также обращаем ваше внимание, что множество новых идей
могут затмить реалистичные планы, поэтому старайтесь выбирать наиболее жизнеспособные и практичные проекты, чтобы не распыляться на слишком большое количество задач. Кроме того, обращаем ваше внимание, убывающая Луна снижает и общий уровень энергии, поэтому важно не перегружать себя физически. Уделите внимание отдыху и восстановлению своих сил. Используйте этот день для завершения начатых дел и подготовки к новым начинаниям. Постарайтесь сегодня проанализировать текущие проекты и завершите те, что требуют вашего внимания. Активно участвуйте в коллективной работе и в общении. Обмен мнениями и сотрудничество с другими людьми помогут вам найти новые решения и новые подходы. Также не бойтесь экспериментировать и внедрять новшества. Это время благоприятно для инновационных проектов и идей. Также сегодня не забудьте уделить внимание своему здоровью, избегайте переутомления и стрессов. Занимайтесь умеренной физической активностью и следите за своим питанием. Кроме того, 20-е лунные сутки сегодня благоприятны для медитации, для йоги и других духовных практик. Это поможет вам обрести внутренний баланс и гармонию. Теперь, друзья, давайте посмотрим, что же нам говорит лунный календарь здоровья на 28 мая. Итак, у нас сегодня влияние знака зодиака Водолей, а вы знаете, Водолей – это знак, который ассоциируется с нервной системой, с голенями, с лодыжками и кровообращением. Под его влиянием усиливается чувствительность этих частей тела, поэтому важно уделять им особое внимание в этот день. Водолей также связан и с новаторскими подходами и нетрадиционными методами лечения, что делает этот день благоприятным для экспериментов в области здоровья и поиска новых решений. Кроме того, обращаем ваше внимание, что 20-е лунные сутки символизируют трансформацию и обретение внутренней силы. Этот день считается днем духовного прозрения и обретения мудрости. Он благоприятен для начала оздоровительных процедур, медитаций и практик, направленных на восстановление физического и эмоционального баланса. Что же касательно рекомендаций по здоровью, то обращаем ваше внимание, что сегодняшний день – это идеальное время для очистительных процедур. Рекомендуется провести разгрузочные дни, отказаться от тяжелой пищи и постарайтесь сегодня, насколько это возможно, употреблять намного больше воды. Кроме того, сегодня хорошо пить детоксикационные чаи, в том числе и соки. Это помогут вам очистить ваш организм от токсинов. Что касательно влияния Водолея, как мы уже сказали ранее, усиливается чувствительность нервной системы, поэтому сегодня постарайтесь заняться практиками релаксациями, такими как йога, медитация, могут быть и дыхательные упражнения. В то же время и избегайте стрессовых ситуаций и постарайтесь сохранять спокойствие. Также сегодня в этот день уделите внимание ногам и лодыжкам. Массажи, ванночки с добавлением морской соли или эфирных масел, а также специальные упражнения помогут вам снять напряжение и улучшить ваше кровообращение. Если у вас есть склонность к варикозу, избегайте сегодня длительного стояния и носите по возможности компрессионные чулки. Кроме того, сегодня именно умеренные физические нагрузки будут полезны. Рекомендуются занятия, которые не перегружают организм. Это может быть плавание, это может быть ходьба или легкий бег. Важно не переутомляться и слушать свое тело. Кроме того, Водолей благоволит новаторским и альтернативным методам лечения. Это хороший день для посещения специалистов по акупунктуре, по гомеопатии или рефлексотерапии. Эксперименты с новыми подходами к здоровью могут дать положительные результаты. Также 20-е лунные сутки благоприятны для работы над внутренним состоянием. Это медитации, психологические практики, самоанализ помогут вам обрести внутренний покой и уверенность. Проводите время на свежем воздухе, вдали от городской суеты.
Несмотря на благоприятное влияние знака зодиака Водолей, важно не переусердствовать с физическими нагрузками. Переутомление может привести к травмам и к ухудшению самочувствия. Также постарайтесь сегодня отказаться от тяжелой и жирной пищи. Предпочтение отдавайте легким блюдам, свежим овощам и фруктам. Умеренность в питании поможет вам избежать проблем с пищеварением. Хотя день и благоприятен для новых подходов к здоровью, будьте осторожны с экспериментами. Проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем пробовать новые методы лечения или какие-то добавки. Что же касательно лунного календаря денег, то обращаем ваше внимание, что именно все, что касательно финансовой сферы, здесь стоит обратить внимание на новые технологии, нестандартные подходы и коллективные инвестиции. Водолей склонен к независимости и свободомыслию, что может подтолкнуть вас к поиску новых источников сегодня дохода и внедрению инноваций. 20-е лунные сутки ассоциируются с трансформацией и внутренней силой, поэтому в этот день особенно важно прислушиваться к своей интуиции и к внутреннему голосу. В финансовом плане это означает, что сегодня стоит полагаться на собственные ощущения и интуицию при принятии решений. Это также время для работы над своими финансовыми целями и своими стремлениями. Также старайтесь сегодня завершать старые дела, погасите долги свои, закрывайте невыгодные контракты и завершайте все незавершенные финансовые проекты. Это поможет вам освободить пространство для новых возможностей в будущем. Также влияние Водолея делает этот день благоприятным для внедрения новых технологий и нестандартных подходов в управлении финансами. Рассмотрите возможность инвестирования в новые технологии или стартапы, которые могут принести вам прибыль в будущем. Также Водолей связан с коллективными усилиями и общественными проектами. Рассмотрите возможность участия в коллективных инвестиционных проектах или краудфандинге. Это поможет принести не только финансовую выгоду, но и социальное, возможно, даже удовлетворение. Также сегодня в этот день могут быть и определенные опасности. Несмотря на то, что сегодня благоприятное влияние Водолея, но сегодня этот день не является лучшим днем для каких-либо крупных вложений. Отложите важные инвестиционные решения до более подходящего периода. Также знак зодиака Водолей, он склонен к риску и независимости, но здесь важно быть осторожными и не принимать необдуманные решения. Взвешивайте все за и против перед тем, как принимать важные финансовые решения. Кроме того, убывающая луна и влияние знака зодиака Водолей могут провоцировать вас на спонтанные и необдуманные траты, поэтому старайтесь придерживаться запланированного бюджета и избегайте ненужных расходов. Что же касательно карты Таро на 28 мая, то, друзья, выпала карта Паж Пентаклей. И вы понимаете, что 28 мая под влиянием карты Пажа Пентаклей этот день является отличным для начала тех проектов, которые связаны с обучением и с практическим применением новых знаний. Кроме того, этот день достаточно благоприятен для планирования и создания основ для будущих успехов. Паж Пентаклей призывает нас быть внимательными к деталям и подходить к задачам только с умом и с терпением. Кроме того, сегодняшний день особенно хорош для тех, кто стремится к обучению и саморазвитию. Если вы давно задумывались о том, чтобы начать новое какое-то учебное направление или овладеть новыми навыками, то Паж Пентаклей поддерживает ваше начинание. Как вариант, запишитесь на курсы, начните читать книги по интересующим вас темам или найдите наставника, который поможет вам на этом пути. На рабочем месте Паж Пентаклей вдохновляет нас на стремление к профессиональному росту. Это время для того, чтобы проявлять инициативу, брать на себя новые обязанности и показывать свои навыки. Если у вас есть идея для какого-то нового проекта или предложение по улучшению рабочих процессов, сегодня самое время поделиться ими с коллегами и с руководством. Паж Пентаклей приносит в этот день энергетику молодости и энтузиазма. Он напоминает о важности настойчивости и упорного труда на пути к достижению целей. Эта карта вдохновляет на активное действие и подчеркивает важность практического подхода к решению задач. День обещает быть продуктивным и полным возможностей для тех, кто действительно готов работать и учиться.
Теперь давайте поговорим о совете от Архангела Михаила. И первый очень важный совет – это то, что вы должны быть уверены в себе. Вы должны обладать внутренней силой и должны иметь способность преодолевать любые препятствия. Также обращаем ваше внимание, что именно Архангел Михаил говорит о том, что он готов вам помочь сегодня в принятии важных для вас решений. Сегодняшний день может принести ситуации, которые будут требовать каких-то обдуманных и взвешенных решений. Поэтому здесь нужно прислушаться обязательно к своей интуиции и использовать свою внутреннюю мудрость для выбора правильного пути. Также Архангел Михаил напоминает о важности веры и надежды в трудные времена. Даже когда кажется, что ситуация безвыходная, помните, что свет всегда побеждает тьму. Верьте в свои силы и возможности, а также в то, что с помощью Архангела Михаила вы сможете преодолеть обязательно любые трудности, которые будут на вашем пути. И, друзья, как мы сказали в начале видео, сегодня волшебный день, поэтому обязательно проведите практику с цифрой, обязательно ее нарисуйте на руке. Итак, друзья, это число 8, которое символизирует бесконечность, материальное благополучие и успех. Написав эту цифру на своей руке, вы активируете ее энергию и привлечете к себе соответствующие вибрации. Итак, как мы проводим эту практику? Возьмете ручку или маркер и аккуратно напишите цифру на внутренней стороне левой руки. Делая это, визуализируйте, как энергия этой цифры проникает в ваше тело и распространяется по вам. После написания цифры положите руку на сердце и скажите вслух или можете про себя следующие слова. Главное, чтобы это было искренне. Я привлекаю изобилие, удачу и благополучие в свою жизнь. Пусть эта цифра 8 станет моим амулетом и источником силы. Истинно да будет так. После поблагодарите Вселенную за помощь и поддержку и постарайтесь сохранить ощущение благодарности и уверенности в течение всего дня. Друзья, вот такой у нас с вами замечательный день 28 мая. Мы надеемся, вы его проведете легко и интересно и с хорошими, именно с хорошими мыслями. Обязательно подписывайтесь на наш канал, друзья, обязательно ставьте лайк этому видео. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.